Девчонки, всем привет! У нас сегодня с вами видео про мои пустые банки за октябрь месяц. Их много в этом месяце. Давайте начнем, наверное, с тканевых масок. Было их всего 3. Как вы знаете, я уже говорила, я много масок тканевых стараюсь не использовать. Использую их только перед видео, в том случае, если проснулась отекшей. Быстренько расскажу о вот этих 2 масках. Для моих турецких зрителей это турецкие производители DK Derm и Esteemed, судя по всему. Esteemed мне не понравилась. Это вторая моя маска этого бренда, и она очень склизкая, и, мне кажется, закупоривает поры, и для комбинированной жирной кожи точно не пойдет. Хотя это было алоэ вера, и, в принципе, не должен был быть такой эффект, но эффект был очень неприятный из-за закупоренности пор, скажем так. И вот эта маска DK Derm с коллагеном мне понравилась. Она более водянистая, в принципе, достаточно питательная и не оставила никаких неприятных ощущений. После нее кожа выглядела хорошо. А теперь для всего остального мира это вот использованная мной маска от Elizabeth. Это корейский производитель, по-моему, правильно я прочитала. Кто-то читает Elizabeth, кто-то Elizabeth. Это была тканевая маска с медом, и она мне понравилась. Мне понравился запах, мне понравилось, как она подтянула мне овал лица, как-то лицо посвежело, тон кожи выровнялся. И я чувствовала после нее себя хорошо, посвежевшей, отдохнувшей. Ну, то есть то, что и должна делать тканевая маска, она сделала. Единственное, что мне здесь не понравилось, это лекало. Лекало было неудобное, и нужно это знать. Оно на маленькое лицо. То есть оно не просто на азиатское лицо, оно именно на маленькое лицо, с маленькими дырочками для глаз, ну и совсем вытекающим, с маленьким вот этим пространством под нос. Обычно я корректирую все эти лекала неудобные простыми 2 движениями, ножницами. Я прорезаю вот здесь вот 2 разреза. Тогда маска ложится на мне хорошо. Но это не легла, потому что глазки все равно были очень маленькие. Из-за этого было не очень с ней удобно, но эффект был хороший. Значит, это то, что тканевым маскам в этом месяце закончилось. Обещала вам рассказать про вот этот вот биодезодорант от Сивена. Он мне попадался в турецкой коробочке красоты. И это не антиперспирант, это дезодорант. И это главная причина, почему я не буду его повторять и почему он мне не понравился. Это турецкий производитель, и если он появится где-то в России, девчонки, я просто хочу обратить ваше внимание. Вы, наверное, знаете, что дезодоранты, они не препятствуют потоотделению, они скорее направлены на устранение запаха. Соответственно, он имеет свой запах, и, соответственно, он не выполняет то, что я привыкла получать от стандартных антиперспирантов типа Рексона. Я знаю, что есть сторонники неиспользования, скажем так, антиперспирантов, которые считают, что это продукт вредный. Но я таковым не являюсь, всю жизнь пользуюсь антиперспирантом, комфортно себя с ним чувствую, поэтому этот дезодорант мне не нравился, потому что, простите, было всегда мокро, а еще у него достаточно был специфический запах, он пах имбирем. Вот именно свежим имбирем, корнем имбиря, это очень странно, поэтому, ну, увидите такой типа биодезодорант, ну, просто имейте в виду, девчонки, что это продукт на любителя, который само по себе потоотделение не останавливает, потому что и не рассчитан на это. Я просто знаю, что сейчас очень много турецких производителей выходят на российский рынок, рынок СНГ. Поэтому, если какие-то ссылки я буду находить на маркетплейсах, то я в инфобоксе оставлю ссылки на продукты, которые закончила, чтобы вы имели в виду, что нужно, что не нужно брать. Закончились у меня патчи для глаз. Это не оригинальный енотик, это китайский производитель. Я даже не знаю, Sir Sun Love, да, наверное, называется. Эти патчи мне совершенно не понравились, они бюджетные. Они не гидрогелевые, во-первых, то есть они не растворяются. Они очень быстро сохли на лице, и в них было недостаточно питания для меня. На самом деле, первый раз у меня такое с патчами. Обычно мне все подряд подходит. Я просто использую их практически на ежедневной основе.
и меня все устраивает, но конкретно вот эти патчи меня разочаровали, и, наверное, больше на патчах я экономить не буду, буду брать проверенных корейских производителей. Вот, оставлю на них ссылку, если найду. Не понравилось категорически. И вот смотрите, тут даже, смотрите всего, сколько осталось жидкости. То есть ее здесь изначально было мало, я ничего не убирала. Просто после того, как я использовала последнюю пару, осталось вот всего капелька. И, естественно, этого было недостаточно для комфортного использования. У меня закончился бальзам для снятия макияжа Clean It Zero. Это марка Banila Co. Он мне очень понравился. Я, кажется, нашла для себя идеальную замену Клиник. Дело в том, что Клиник тут в Турции стоит примерно в 2,5 раза дороже, чем он стоил в России, когда я уезжала. Сейчас я не знаю, наверное, в России Клиник тоже стал дорогой, вот этот их фиолетовый бальзам. Ну, просто раньше я его в Литуаль брала за копейки, а здесь, в Турции, просто у меня рука не поднялась его взять. Вот этот вот бальзам стоит что-то в районе 1100-1200 за баночку. Ну, то есть примерно 10 евро, да, 10-11 евро. И мне он понравился. Мне понравился запах, он здесь какой-то такой свеженький. Мне понравилась консистенция, потому что вот если бальзам от Sephora, он такой тугой. Его когда наносишь на лицо, его нужно прямо, он как-то тянет за собой кожу, когда его распределяешь. Вот этот мгновенно тает, и вместе с ним мгновенно тает косметика. И мне он понравился, я обязательно буду его повторять в ближайшее время. Так что я, кажется, нашла для себя бюджетный такой аналог бальзаму от Клиник. И вообще-то это давнишний продукт, и все уже знают, что он хороший, а вот я только проснулась. У них полно этих бальзамов, я не думаю, что они чем-то сильно критично отличаются, возможно, запахом только. Вот, в общем, эту штуку я рекомендую. Хорошая вещь. Единственное, что я не пробовала умывать глаза ей. Я бальзамами глаза не умываю, они мне замыливают глазное яблоко, да, то есть неприятно, в общем, от них. Поэтому я даже так не экспериментирую. У меня для смывания макияжа с глаз отдельная смывка. И вот как раз у меня закончилось средство для снятия макияжа с глаз. Это Bioterm, и это была серия Bioseals, да, наверное, называлась. Утверждается, что это средство для быстрого снятия макияжа с глаз, даже водостойкого. И действительно, это средство хорошо работало. Здесь была баночка 100 мл, и мне ее хватило больше, чем на месяц, наверное, на 1,5 месяца. И вы знаете, тут как бы такой интересный момент. До этого примерно раз в месяц я покупала упаковку мицеллярной воды типа Гарнье, и она неплохая, но все-таки это мицеллярка, и она как-никак глаза подсушивает. Объем 400 мл у меня уходил за месяц, ну, может быть, месяц с хвостиком. И тут получается, что объем 100 мл мне также хватило на месяц. То есть, возможно, для себя я приму такое решение, что больше мицеллярки я брать не буду, а буду брать именно двухфазки, потому что их я использую исключительно для снятия макияжа с глаз, и все-таки гораздо комфортнее снять с глаз макияж средством более мягким, которое не будет сушить, которое будет с каким-то маслицем. Ну, вы меня поняли. В общем, мне понравилось. Хорошее средство. Обновила бы с удовольствием, может быть, даже формат побольше. Закончился у меня тоник. Это турецкая марка. Не знаю, есть ли она на маркетплейсах, посмотрю. Это Pure Beauty. Вообще утверждается, что это Корея. И тут написано, что это Made in Korea. Но у меня такое впечатление, что это марка, которая производится для магазина Watsons в Турции. Она достаточно бюджетная, и у меня было несколько продуктов от этой марки. Я бы не стала на них останавливаться. Вот в общем, где-то 3-4 банки я закончила, и только одна мне зашла. Это был какой-то крем легкий, и я использовала его в жару летом. Знаете, моей жирной коже не угодить в жару летом, это надо постараться. Все остальное мне не понравилось. И вот этот тонер, он был ужасный. Это была какая-то штука двухфазная с белым осадком, которая была предназначена для жирной кожи. Он сушил. Я не смогла его израсходовать
на лицо, не смогла себя заставить это сделать. Я его израсходовала на декольте, на плечи, ну, то есть в каких-то таких местах снимала им сводчи, может быть, какие-то нестойкие. Там был спирт чуть ли не на втором месте. Короче, мне эта штука не понравилась, и если это где-то вдруг, девчонки, будет вам доступно, я марку Pure Beauty вам вообще категорически не советую. Это ужасные средства с дешевыми составами. Вот такое у меня от них осталось общее впечатление, несмотря на такой приятный, лаконичный дизайн, несмотря на то, что написано Made in Korea, это не то, на что нужно тратить здоровье вашей кожи, скажем так. Зато тоник, который я люблю, это Pixi. Он у меня уже был в полноразмере. Он у меня который раз в миниатюрке заканчивается здесь, в Турции, потому что Sephora турецкая его очень часто дарит и кладет с покупкой. Здесь было 15 мл этого роуз тоника, и мне его хватило на неделю. Может быть, хватило бы на дольше, но здесь такая вот была дырочка огромная, что увеличился расход. Очень приятный тоник с розовой водой. Приятное после него ощущение увлажненности. Для меня вообще показатель работы тоника — это то, как кожа себя чувствует после него в промежутке между умыванием и нанесением крема, потому что у меня так устроена рутина, что проходит какое-то время. И вот за это время плохие тоники чувствуются. Они сразу сушат, либо от них сразу ощущение, как будто они жирнят. Но это, как правило, если не подходит просто по типу кожи, да. А хорошие тоники, от них лицо первые несколько минут точно в порядке. Оно не требует, не ждет, что на него еще что-то намажут. И вот этот тоник как раз из таких. У него приятный аромат розы. Если вы этот аромат любите, я вам этот тоник от Pixi рекомендую. Вообще продукция Pixi мне нравится. Все, что у меня от них было, мне в принципе зашло. За исключением там какой-то глиняной маски, что ли. Вот глиняная маска мне от них не понравилась. Последний уходовый продукт — это гель-крем от Origins. Это моя вторая банка. Их серия с женьшенем. Мне понравилось. Пахнет цитрусами, легкий гель, освежает, при этом хорошо увлажняет. Моя кожа была прямо им довольна. Это хороший дневной вариант. Мне нравится вся продукция от Origins, все, что я от них пробовала, мне все понравилось. Поэтому будут скидки в Sephora, я обязательно буду покупать Origins про запас, потому что мне нравится эта марка и то, что они делают. Я могу ее посоветовать. Я так понимаю, что это производство Кореи. Так что я довольна. Закончились у меня духи. Показывала их уже несколько раз в Project Penny. Это марка Atelier Rebul, турецкий производитель. И это Eau de Cologne Turkish Rose. Очень приятный свежий аромат. Очень низкая стойкость, настолько низкая стойкость, что смысла ее покупать я не вижу. Если бы этот аромат держался, ну, хотя бы пару часов, можно было бы о чем-то говорить. Но как только я поняла, что дольше получаса эта водичка не держится, сразу же добавила ее в Project Pen и вывела буквально за пару месяцев, поэтому это пустышка. И я довольна этим. Такие экземпляры мне в моей коллекции ароматов точно не нужны. Наконец-то можно перейти к декоративке. Если вы смотрите мои Project Pen, то вы почти все эти пустышки видели. Тональный от Essence в муссовой формуле, оттенок 01. Был мне темноват, но на пике такого загорелого оттенка лица я его израсходовала. Баночка мне служила примерно 2-2,5 месяца. Этот тональник для жирной кожи, он не стойкий. Я наносила его кистью, тонким слоем. Я думаю, что комбинированной кожи, я уже об этом говорила, он подчеркнет все шелушения, которые только у нее есть. У меня он ничего не находил, потому что летом у меня кожа чисто жирная, и ни одной шелушинки на ней не сыскать. Мне он не нравился. Дело в том, что он делает матовое лицо и вроде как матирует, но при этом через 2-3 часа он уже некрасиво приподнимается, то есть он не стойкий, его можно... И даже через полчаса уже подснять просто рукой, когда там докоснешься случайно.
и он некрасиво снимался. То есть вот есть такие тональники, например, как Enough, которые, несмотря на то, что жирненькие и для комбинированной жирной кожи особо не подходят, по идее, они хорошо сходят, то есть их можно подправить. Вот этот вот западает в поры, и подправить его красиво не всегда получается. В общем, эта штука дешевая, и я бы ее не советовала, и повторять я ее, конечно же, не буду. Досталась мне в турецкой коробке красоты. Консилер от Clinique. Уже хвалила его несколько раз в проектах Project Pen, закончила его в рамках Project Pen. Классная вещь. Я, скорее всего, повторю его на скидках. Очень экономичный. Здесь небольшой расход. Написано, что у него 6 месяцев срок годности. Если я возьму такой оттенок, который буду использовать только под глаза, а не на зону лица, где у меня бывает воспаление, то я буду его брать. И я думаю, что смогу им даже в течение года пользоваться. У него очень хорошая, приятная консистенция, кремовая, но при этом достаточно мягкая, чтобы классно растушеваться, но не такая жидкая, чтобы трудно было его растушевывать. Он хорошо садится, приятно лежит, не сушит зону под глазами. Короче, мне он понравился, он мне подошел. Я люблю хорошие консилеры, потому что это чуть ли не самый важный у меня продукт в косметичке с моими синяками под глазами, поэтому это я бы с удовольствием повторила. Хорошая вещь. Еще один любимчик. Это консилер от Холика Cover and Hiding. Очень классный консилер. Он мне понравился. У меня это оттенок, пытаюсь найти, по-моему, 01. Он как раз-таки светленький, шел мне под глаза. Я все, что могла, оттуда выскребла. Стоппер достала. Очень хорошая вещь. Единственное, что не могу не озвучить. Я сначала думала, что мне показалось. Дело в том, что этот консилер из разряда подстраивающихся под тон. Соответственно, у меня, например, темные весьма круги под глазами. Когда я делала макияж, мне приходилось этот консилер наносить 2 раза, потому что я наносила первый слой, и вроде он как бы ложился круто. Он действительно хорошо сидит, он не западает в складочки, хорошо тушуется, не сушит, не стягивает кожу. Все было классно, но пока я красилась там, то есть в течение 30 минут, там, пока продукты для лица сухие, пока тени, тушь, смотрю, и в той зоне, где у меня был самый интенсивный синячок, консилер как будто бы подпропал. То есть он как будто бы усаживался и немножко, ну, не то чтобы пропадал, а вот именно как будто сливался с моим синяком. И мне приходилось наносить второй слой, перекрывать вот эту синеву 2 раз. И тогда уже все было хорошо, тогда он уже носился хорошо. То есть очень странное ощущение. Сначала мне показалось, что он просто не плотный, но на самом деле он достаточно пигментированный. А дело вот именно как будто бы в его адаптации под пигмент родной. Я не знаю, я думаю, что много кто пробовал этот консилер. Девчонки, напишите, если вы пробовали, как вам он. Я бы его с удовольствием повторила, но вот говорю, надо просто иметь в виду, что у него есть вот такой нюанс, ну, во всяком случае, на моем лице. Но он мне понравился, и он очень бюджетный. Я считаю, что это достойный консилер, классная вещь. При возможности я его обязательно повторю, просто пока возможности нет. У меня закончилась тушь от Luxe Visage, и уже говорила, что не впечатлена ею. Вот сейчас, если вспомнить и как-то сформулировать свою главную претензию, то она как будто бы ложилась слишком тонко, что ли. То есть она не давала объема. Хотя тут вообще-то заявлен суперобъем. Я не видела этого суперобъема. Она чуть-чуть по-другому ложилась, нежели те туши, к которым я привыкла. Для понимания я приложу фотографии тушей, которые обычно использую, к которым привыкла и которые мне дают на глазах крутой эффект. Вот. Поэтому неплохая тушь, она не осыпалась, она не отпечатывалась. Она достаточно быстро подсохла, стала густой и стала делать комки. Но вот в ней ничего особенного. К сожалению, извините, если кто любит эту тушь, я знаю, она много у кого в фаворитах на нее, очень хорошие отзывы. Она бюджетная и, в принципе, для своей цены она неплохая.
просто, ну, для меня оказалось ничего особенного. И последняя пустышка — это мини-рассыпушка от Тами Танука «Парящая над пропастью». Это был такой серенький серебристый оттеночек. Здесь была миниатюрочка, подарок от бренда. Я сделала всего 4 или 5 макияжей, и у меня закончился этот оттенок. Я сейчас активно вывожу однушки из своей коллекции, и мне нравится, что некоторые рассыпушки от Тами Танука можно просто вот так за раз практически закончить. Крышечку я уже скрутила и убрала на румяна, тоже от Тами Танука, а вот баночка осталась. И это были все мои пустышки за октябрь месяц. Спасибо, девчонки, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Всем отличного настроения, хорошего дня. Всем пока-пока!